Всем привет! Будет краткий обзор автомобиля Renault для работы по Скандинавии, трехосная модель, двигатель Т520. Вот. В моем варианте это, я так понимаю, средняя кабина, потому что есть еще меньше и также есть еще больше. Вот, начнем спереди. Собственно, две подножки. Вот такие вот. Открытие морды очень простое. Здесь только ключ для поднятия кабины. Фары полное говно. И без дополнительного освещения, как в моем варианте. Фирма почему-то жалеет устанавливать. Вот, то зимой это просто беда полная. Баки 900 литров. Машина укомплектована ДРом. 2 огнетушителя за кабиной. Это длинная база. Вот, то есть мало того, что это трехосник, но она еще и длиннее идет. Также здесь сдвижное седло. Оно меняется, его регулировка с помощью, в моем случае, вот такого рычага. Но также есть в модификациях побогаче кнопка из кабины. У меня ленивец, не спарка, одиночка. Я считаю, это немножко минус для Скандинавии. Когда у тебя спарка на ленивце, то это гораздо лучше управляемость. Вот, но у меня компенсируется это тем, что длинная база автомобиля. Что еще? Значит, как я уже говорил, двигатель Т520, то есть 520 лошадиных сил. Коробка здесь установлена хрен знает какая, но что-то среднее между iShift и Dual Clutch вольвовским. Как-то так она работает странно. Вот. По кабине отличие с простой комплектацией. Ровный пол. У меня также поворачиваемое сиденье. Это очень удобно для проведения выходных. Верхний спальник. Вместо него бывают идут 3 ящика сверху просто. Также в комплектации максимальная, я не помню, как она называется. В ней спальник идет прямой и выдвижной. Он с помощью ручки выдвигается, но в моем случае это просто обычный лежак. Ужаснейший просто. Вот, как на Вольве. Также рулевая колонка. В моей комплектации я сейчас не буду демонстрировать, так как придется заводить трак и качать воздух. Вот, но она по вылету очень неудобная. То есть едешь как на каком-то МАЗе. То же самое я смотрел обзор на самую максимальную кабину и комплектацию, и модель, которая с 2021 года, то это вроде бы как было исправлено. Рулевая колонка уже выходит очень круто, как и в Scania, как и в Volvo хороших комплектаций. Вот. Также мне встречались Volvo на Скандинавии, которые бомжатские комплектации, то есть в таких фирмах, как Гиртек, РВ Транспорт. Там у них в основном такие бич-пакеты с рычагом для люка и так далее. Вот, то у них вот такие же рули ужасные, которые не наклоняются к водителю. Ты его просто можешь под углом двигать. Вот. Ну, а так вообще машина, в принципе, неплохая. И двигатель хорошо тянет. Вот, пока она еще новая, так сказать. У нее не было первого ТО, поэтому никто в мозги никуда не лазил. Поэтому она еще едет кое-как. Посмотрим, как будет после того, как сделают ей первое ТО. Отбрю бачок. Здесь такой же, как в Вольве. На 60 там влазит, я не знаю сколько, 65 это потолок, 63 литра. Хватает его не на очень много. Его хватает ровно настолько, насколько хватает баков топлива. То есть, ну, примерно это максимум, точнее, 2500 километров. Баки здесь в моей машине 900 литров. Также есть увеличенные 1200 в других комплектациях. Вот, собственно, и все.
Кто захочет более детальный обзор по кабине, по управлению, по кнопкам, пишите в комментариях. Расскажу подробно. Всем пока.